Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Ну что, я продолжаю в том же виде, так как это тоже утро, только другое видео. Мы с вами, как я говорила ранее, уже вывели закваску. Вот такая она замечательная у нас получилась. 8 дней ее выводили. Кому будет интересно, я поставлю ссылочку на это видео. Сегодня 9-й день, и я ее сейчас использую в приготовлении хлеба. Я здесь уже приготовила 750 грамм воды. Я снимаю на переднюю камеру, чтобы было видно и меня, и тесто. Буду вам показывать поближе, если будет это необходимо. Ну а сейчас давайте начнем. Так, я в воду вначале забрасываю 20 грамм соли. Вода у меня слегка тепленькая. Размешиваю всю эту соль, чтобы она растаяла. Я в одном видео добавляла соль в тесто, прям готовое при первой разминке, по-моему. Сейчас я добавляю сразу, как мы, в принципе, и привыкли. Я всегда так делала. Теперь сюда давайте пока проверим, плывет она у нас или не плывет. В чем я очень сомневаюсь. Конечно же, она у нас поплывет. Так, закваски мне нужно 200 грамм. Отбираю пока немножечко закваски и опускаю ее в воду. Опс. Как вы видите, сейчас я вам покажу подробно. Смотрите, как она плывет. Видите, она держится на воде и прекрасно там себе кружится, плавает. Так, 32. Сейчас я ее вот так соберу со стеночек. Ой, какая закваска. Боже мой, внутри прям сеточкой вся открывается. И кладу сюда 200 грамм мне надо. Оп. 80, 90. Ну, прям точно. Видите, мы ее ложечками кормили. О, 209. Все. Вот вы знаете, 209. Вот на этих остатках тоже можно завести закваску. Также ее подлить, подкормить с малых порций, и она у вас еще быстрее вырастет. Так, все, теперь это все хорошо перемешаем. Убираю весы, пока мне не надо. Разведу немного в однородную массу, всю водичку вот так. Для этого количества воды, 750 миллилитров, нам понадобится килограмм муки. Из нее я добавляю 900 грамм белой пшеничной муки и 100 грамм добавлю цельнозерновой. Отправляю в чашу миксера 900 грамм белой муки. И теперь еще 100 грамм кладу цельнозерновой. Тогда хлебушек получится вкуснее и полезнее. И теперь сюда отправляю свою водичку с закваской. Все размешалось. Она слегка тепленькая, как я уже сказала. Так, надо мне снять с весов, а то вдруг не выдержат. Все. Выливаю всю закваску сюда. Промешиваю хорошенько. Вот так. Все. Теперь я аккуратно замешиваю на средней скорости тесто. Минуты 5. Так, не включила. Поехали.
Смотрите, девочки, тесто у меня вот такое получается. Мне это кажется очень-очень жидким. Поэтому я добавляю еще 100 грамм. Я его, как и закваску, делаю под свои руки. Вываливаю еще 100 грамм белой муки и продолжаю замешивать. Вот сейчас будет самое то. Все, девочки, приготовила чашку, смажу ее слегка маслом. Тесто выложила в чашку, слегка его еще раз вот так обошла руками, чтобы убедиться, что вся мука обмешалась. Оно очень мягкое, нежное, липкое вот такое. Все, и оставляю его на час. Закрываю его крышкой. Убираю в духовку и оставляю на час. Потом будем его складывать. Все, девочки, прошел ровно час. И сейчас мы будем с вами складывать тесто. Поставлю опять вас поближе, девочки. И начнем. Подливаю сюда. Тесто, конечно, стало немного пышное. Все-таки прошел час. Подливаю просто водичку холодную. Или можно просто смочить руку. Ну, я вот так капну сюда немножко. Все, по мере возможности, если мне будет необходимо, буду подливать еще. Теперь беру мокрыми руками и вот так просто края вытягиваю и складываю сюда. Это складывание, которое необходимо именно для этого теста на закваске. Вот так берете и по кругу просто ведете и складываете. Подолью еще водичку. Вот так. И по всему кругу. Таких складываний нам нужно сделать всего 4. Вот это у нас первое. Еще 3 складывания каждые 30 минут. Все, закрываю обратно, накрываю снова и убираю в духовку. Смотрите, девочки, прошло еще 30 минут. И наше тесто уже вот такие большие пузыри имеет. Смотрите. Беру также водичку, смочила руки. Слегка сюда тоже подолью. И опять делаю вторую вытяжку, растяжку своему тесту. Со всех сторон вот так беру и вытягиваю его. И складываю. Я уже вам не буду показывать 3-й и 4-й раз, а уже покажу потом сразу тесто после 4-й растяжки, чтобы вам не делать снова длинное видео, как получилось на закваске, потому что закваску просили подробным образом, поэтому тесто я уже вам рассказала. Сделали вот так растяжки со всех сторон 4 раза каждые 30 минут. Все, увидимся попозже. Покажу вам все-таки, как я еще складывала 3-й раз, а 4-й раз уже вам не буду показывать тогда. В общей сложности тесто простояло 3 часа. После 1-го часа мы каждые полчаса 4 раза сделали вытяжку теста. Сейчас оно уже готово, я его выкладываю на стол. Смочила просто немножко слегка стол простой водой, муку пока не подсыпаю. И выкладываю все тесто на стол. Это тесто мне нужно будет разделить на 3 части. Из этого количества теста получается или 2 больших хлеба, или я делаю 3 таких средненьких хлебушка, которые мне больше удобнее бывает и выпекать тоже. Тесто получилось настолько нежное, вы себе просто не представляете. Я бы еще туда муки добавила, честно говоря.
Беру вот так каждый кусочек и вот так отбиванием складываю его вовнутрь, превращая его в шар. Нам надо сделать из него такой плотненький шарик, но он у меня, как видите, плотненьким не получается, так как тесто необыкновенно нежное, необыкновенно мягкое. Прям вот так и хочется мне вот добавить, вмешать туда эту муку, но рецепт не требует, поэтому и я не осмеливаюсь тоже туда добавлять ничего. Побольше. И вот так тоже его округляем. Если руки липнут, то смачивайте просто водичкой. Вот так. Тоже округляем и оставляем на отдых еще на полчаса. То же самое делаем с последним кружочком. Я сделала 3 хлебушка. Один поменьше, вернее 2 поменьше, а вот центральный побольше уже будет. Вот таким отбиванием и потом его округляем. Все, накрываем сверху пленочкой, чтобы не обветривался, и оставляем на 30 минут. Все. Так, сейчас, девочки, я буду переходить к формированию хлеба. Сюда я насыпаю, я муку буду смешивать с рисовой обычной и насыпаю вот такой ложечку большую рисовой с обычной мукой 1 к 1, ну даже больше подсыплю. Все это сейчас хорошо перемешаю и сейчас возьму ситечко и должна обсыпать. Вот такие формочки у меня есть. Одна овальная, одна круглая. Ну и обыкновенная вот такая железная, которую я тоже застелила салфеточкой. И тоже сюда положу, вот который из моего теста самый маленький будет. Так, вроде перемешала все. Сейчас я буду их обсыпать очень обильно. Вот так набираю и аккуратно по всей поверхности до самого верха постараюсь обсыпать хорошенько мукой все стороны. Все формочки готовы, тщательно их все покрыла. А с рисовой мукой я смешала для того, чтобы обычная мука просто мгновенно впитывается в это влажное тесто, и оно все прилипает, куда бы ты его не пристроила. А вот таким образом она отлично держит форму и сохраняется намного лучше. И сейчас тоже тесто получилось очень-очень влажное и очень жидкое. Посмотрите, прям распласталось оно. Я била их, шарики крутила. Вот так прямоугольником разложить. Растянуть маленько вот так. Потом его надо будет свернуть. Просто вот так берем один край, заворачиваем сюда. Это оттягиваем, закрываем сюда, вот так как конвертик. Заворачиваем. Ну, и вот так его в натяжку накручиваем. То, что оно получается овальное, ничего страшного. Я его сейчас вот здесь закрою, по углам закрою. И еще раз его вот так возьму. И вот в эту сторону точно так же сложу. Вот так. И опять по бокам все закрою. Все, обмакнула здесь в муку. Соберу все снизу. И вот этот сборный шов, где мы собираем, и гладкой стороной, девочки, опускаю вот сюда. Все, здесь все закрыть. И все. И вот так она остается. Подсыпаем муку.
И одна у меня форма готова. Пока ее отставляю в сторону, займусь сейчас другой. Вот этой овальной. Я прям вот так взяла и по бокам тоже все хорошенько пообсыпала. Так что имейте в виду. Другой кусок теста. Точно так же его растяну. Слегка снизу вот так беру и вытягиваю прям нижнюю часть, боковую. И вот так. И тоже опять точно такими же движениями складываем. Можно просто взять эту в эту сторону сделать, а потом эту натянуть вот так, сложить. Потом я еще раз вот так возьму и опять сделаю вот такой клубочек. Ну, потом надо ее вот так как-то подтянуть, чтобы она как бы стала более туже внутри. Понятно как, да? Более туже, чтобы стало. Закрываем краешки и опускаем гладкой стороной вниз. Сверху все защипляем. Вот так. Все. И все. Потом я их прикрою и уберу. Ну и третий кружок мой точно так же растягиваем и точно так же складываем его туда, сюда и в эту же сторону, оттягивая все время в разные стороны. Подсыпаем муку, если надо. Главное, чтобы получилась одна сторона гладенькая. Вот это нижняя. А здесь можно складывать сколько хотите. Сколько хотите, столько можно складывать. Тесто получилось очень нежное. Я бы его сделала еще туже. Ну, посмотрим, что получится с него. Вот так. И натягиваем опять вот такими движениями. Опять делаем колобок или овал, что хотите. Из него очень легко сформировать и овал, и колобок. Берем его, и я его вот так раз и опускаю в эту формочку. Кажется, что она маловато, вернее большая для нее, потому что место. Но ничего страшного, пусть она тут сама уже как хочет, так и доходит. Подсыпаю вот так мукой сверху тоже. И сейчас я это все убираю в холодильник до завтра. Все, девочки, формы готовы. Сейчас я их прикрою сверху и убираю в холодильник до завтрашнего утра. Увидимся с вами завтра. Добрый день, дорогие мои девочки. Сейчас 8 часов утра, и я начинаю печь хлеб. Сейчас я его достану, поставлю сюда на стол. Надеюсь, вам будет видно. Ну, потом я вас приближу, может, опять. Печка у меня уже давно горячая, где-то, наверное, минут 40 уже греется вместе с камнем внутри. Воду подложила, сейчас подожду, пока эта вода немножко нагреется до пара. Льда у меня нету, забыла положить, заморозить, поэтому буду с водой внизу подкладывать. Кстати, хлеб у меня стоит растаиваться со вчерашнего обеда. Как я его здесь сформировала, поставила так и больше не трогала. В 2 часа дня положила, вот сейчас уже 20 минут 9 утра, и ночью уж я его не могла печь, поэтому уже вот ждал меня и ждал. Посмотрим, что с этого получится. Так, ну вот они, мои хлебушки. Видно вам? Si vedono, Massimo. Показываю Массимо, если видно или нет. И аккуратненько их перекладываю на бумагу. Окей. Становится
яйца забью. Лишнюю муку уберем. Тропофорина. Лишнюю муку уберем. Она нам не нужна. Вырос? Я думала, он не вырастет. Вырос. Надо делать все быстро, пока они тут у меня не согрелись. Кладу я тесто сразу с холодильника. Видите, вот вытащила. Сейчас я его надрисую, обрисую. Так, это оставлю. Сделаю эти колосочки. Колосочки. Ой. Сколько ж тут еще муки? Смахну, ничего, что туда, но смахну. И теперь делаем такой большой надрез. Глубокий. Он должен быть достаточно глубокий. Все. Отправляем наш хлебушек запекаться. Я его оттуда тоже должна также снести на камень. Очки запотели. Алекса, 25 minuti. 25 minuti a partire da ora. Ладно, молодец. Прошло 25 минут. Сейчас я хочу переложить его вот сюда, убрать эту бумагу. И снизу надо убрать. О, она уже как раз подсыхает. Бумагу, эту воду. Ну, почему-то вот он у меня не поднялся так красиво вверх. Ну, ладно. Девочки, ну вот мой хлебушек готов, спекся. Вот так он выглядит снизу, вот так он выглядит сверху. Другие два я буду печь попозже, так как убегаю, не могу, тороплюсь. Вот, почему-то он у меня вот так, как у других, не раскрылся. Видимо, я его, видите, не дорезала, поглубже надо было, вот прям вот внутрь. Но зато я довольна, что у меня вот такой красивый колосок получился, лепесток, колосок. Поэтому я очень довольна. Вот такой хлеб Масима сегодня на обедик у него будет. Вкусный, ароматный и полезный. Увидимся попозже, девочки. Порезала свой хлебушек. И вот так он выглядит внутри. Думаю, что, конечно, он будет очень-очень вкусненький. Половинку сейчас отправлю моей свекрови вниз. Она уже должна обедать. И я Масиму сказала, я говорю, отнеси половинку вот эту своей маме. Так что сейчас буду выпекать другие два, поменьше, которые были. Хоть он у меня и не очень сильно взорвался в высоту, но я очень довольна. Все равно выглядит он вот так. Я его нарезала, другую половинку тоже. И хочу вам тоже показать. Вот такой замечательный хлебушек у меня получился из моей закваски. Но потом я вам покажу еще и другие два хлебушка. Надеюсь, они хоть лучше поднимутся у меня в печке. Продолжаю выпекать свои хлебушки. Сейчас я пока вот этот маленький хочу выложить. Ой, come piccolo questo.
Пикколо-пикколо. Вот так. Сюда я положу лед, а это уберу. О, как он хорошо сохранился. Смахиваем. Вот это все, наверное, мука, да? Я так думаю. Угу. Вот это все мука. Убираю лишнюю муку. Это все надо делать очень быстро, пока тесто не начало у меня опять расползаться. Ну, эти пробыли еще больше времени. Сейчас час дня, чтобы вы понимали. У меня не было раньше возможности сделать. Я спекла один хлеб. Потом ходила к врачу. И сейчас сделаю сразу два, чтобы сразу два и положить. Унести, чтобы сразу два. О, этот вообще хорошо, но тоже очень много муки. Очень много муки, но мне главное, чтобы держал форму. Ну и зато она не прилипла к ткани. Гладенько. Опять кольцо мое цепляет. Так, начинаем быстренько надрезы. Не режет что-то, не хочет резать, не хочет. А мы все равно порежем. Порежем, 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 порежем. И этот я сейчас постараюсь порезать вот этим лезвием, только вот так поглубже. Ну, вроде прям поглубже. Сейчас я этот сразу тоже прорежу поглубже. Все сваливаю на то, что не глубоко порезала. Ну, сейчас я их так поменяем кончик. Руки дрожат, как будто я операцию делаю. Вот. Все, убегаем. Что здесь? Убегаем. Все в муке, вся кухня в муке. Ну, что делать? Но спей, не мась, спей. Вот сюда вывалила лед и убираю в самый низ под хлеб. Первые 20 минут прошли, убрала бумагу снизу и убрала воду, которая была внизу, и оставляю еще на 20 минут. Убавляю еще огонь. Было на максимуме первые 20 минут, теперь сделала на 180 даже, чтобы не подгорали они у меня. Вот такие они хорошенькие получились. Ну что, дорогие мои, все, вот он мой хлебушек испекся, вот такой он красивый. Ароматный, вкусный, наивкуснейший получился. Кто ж не похвалит себя, да, если вот саму себя не похвалить? Но я думаю, я стою, заслуживаю этих похвал, так как хлебушек, слышите, да, какой он у меня весь первый, как вы понимаете, уже исчез. Ну, я половину отдала моей свекрови, а это вот подложила сюда эти подставочки вот такие, чтобы снизу тоже остывал. Ну и все. Закваску вывели, хлеб спекли и на здоровье. Пожалуйста, кому понравился, пользуйтесь. Буду ждать обязательно ваших комментариев. Не забывайте подписываться на мой канал. У меня канал очень разнообразный. Сегодня печем, завтра гуляем. Так что до новых встреч, дорогие мои друзья. Пока-пока.